Привет, фанаты Лего и любители тяжелого машиностроения. Сегодня у нас на обзоре не просто машинка, а маленький строительный монстр. Здесь вы узнаете, как работает гордый трудяга без шума, грязи и права вождения категории С. Вы увидите, как этот малыш поднимает кузов, рулит колесами, и все это без моторов и батареек. Мы разберем, что внутри и как все это двигается. Сравним модель с другими наборами Лего техник. И несмотря на скромные размеры, в нем столько функций, что у некоторых взрослых грузовиков может начаться кризис инженерной идентичности. Знакомьтесь, Lego 42203, самосвал. На коробке указана информация о наличии у модели стандартных функций. Фотография колеса в натуральную величину, а там вдали большой самосвал 8х8. Похоже, Lego дает нам тонкий намек на будущее. В набор входит 462 детали, 4 пакета с номерами, 2 серые балки и 4 покрышки без упаковки. Вообще-то у самосвала должно быть 6 колес, но я знаю, что Lego умеет делать сюрпризы. Маленький лист наклеек и инструкция, на последних страницах которой мы видим дублирование фотографий с обратной стороны коробки, список всех деталей. Эти балки подходят по цвету к самосвалу Lego 42147. Только по этой характеристике комплект нормальный, и я доволен. У всех грузовиков должно быть рамное шасси. Я вставляю балку, да, конечно, она будет рулевой, никто даже не сомневается. Красные штифты с шарообразной частью ограничивают движение оси. Схема очень простая, но функциональная и надежная. Эта деталь будет обеспечивать движение рулевой рейки. Также круто, что эта часть серая. Этот цвет всегда хорошо виден в кадре. Кстати, красная втулка-соединитель указывает на то, что в этом механизме будет хок. Так что запомните эту простую конструкцию. Она пригодится при моделировании различных самоделок. Усиление рамы крутое, а это база для установки автокресла. Никаких секретных технологий, но для начинающих конструкторов Lego это прекрасный опыт. Руль установлен в правильном месте и имеет регулируемый угол наклона, что довольно хорошо. Даже в наборе Lego 42176 Porsche GT4 такого не было. Бежевый бесфрикционный штифт здесь точно не нужен. Дизайнер модели спрятал эту деталь в секретном месте для будущих самоделок и альтернативных проектов. Я не помню, чтобы Lego делал передние колесные арки из декоративных панелей на бескапотных грузовиках. Выглядит нормально, но этот люфт может быть исправлен в будущем. Хотя это может быть брызговик. Несмотря на компактные размеры, в этой конструкции все получилось хорошо. Далее приступаем к установке декоративных панелей. Они определят внешний вид кабины водителя. Цвет деталей красивый. Посмотрим, что будет дальше. Хок имеет прочную конструкцию и является съемным элементом. Результат первого этапа сборки. Мне всегда было интересно, как строятся кабины грузовиков Lego в таком масштабе. Я хотел узнать, из каких деталей они состоят. Теперь у меня есть возможность попробовать сделать это самому. Эта тема настолько интересна, что я постараюсь максимально подробно показать, как строится кабина этого грузовика. Уверен, что многие из вас найдут в этом видео много полезных моментов. Здесь вы увидите интересные варианты соединения разных деталей. Все эти знания помогут вам делать собственные модели самоделок. Возможно, когда-нибудь вам пригодится идея сборки этого бампера. Посмотрите на элементы крепления решетки радиатора. С их помощью этот блок будет интегрирован в переднюю панель кабины. Вот посмотрите, это не случайный набор деталей, это настоящее произведение искусства. Его очень легко установить. Зеркало заднего вида крепится к передней стойке. Декоративные панели и балки образуют боковую поверхность кабины. Но самое интересное здесь это боковая дверь. У нее ручка простого, но правдивого дизайна. После установки с помощью этой ручки мы можем легко открывать и закрывать дверь. Крепление передней панели показалось ненадежным, и я даже начал думать о плане, как я буду критиковать команду Lego за допущенные ими ошибки. Но так не получилось. Инженеры Lego постарались и выполнили свою работу на отлично. Это результат второго этапа сборки. Переходим к сборке задней части шасси автомобиля. Подъемный механизм кузова крепится к серой раме. Специальный механизм, называемый актуатором, преобразует вращательное движение в поступательное.
Присоединяю заднюю часть к передней, и рама шасси почти готова. Осталось только сделать последние штрихи. И вот рама шасси полностью готова. Устанавливаю штифт без трения на черную балку с множеством отверстий. Вы уже догадались, для чего нужна эта простая конструкция. Верно, на нее будет установлен кузов. А пока у нас есть прекрасная возможность проверить и внимательно изучить, как работает этот простой механизм подъема кузова. Он настолько прост и имеет доступные детали, что его можно использовать в будущих самодельных проектах. Лично мне этот механизм нравится, только не забудьте установить эти втулки, они выполняют функцию стопора. Результатом третьего этапа сборки является шасси без колес и установленная на нем кабина. В четвертой упаковке много балок и декоративных панелей, а вот и передние шины, которые я не нашел при распаковке набора. Шины разной ширины, но одинакового диаметра. Задняя шина мягкая и полая внутри, а передняя сплошная и жесткая. Колесные диски одинакового диаметра, но разной ширины. Обе шины отлично смотрятся на серых дисках. Устанавливаю колеса на оси автомобиля. Но это еще не финальная операция, ведь мне нужно собрать и установить грузовой кузов. Теперь у меня есть возможность прокатиться на модели. Но я хочу знать, как выглядит полностью собранное шасси. Поэтому я разобрал кабину водителя и теперь могу показать вам шасси самосвала без лишних деталей. Вдвойне приятно сравнивать это с небольшим шасси моей модификации самосвала 42147. Обе модели имеют примитивную конструкцию и собираются из обычных деталей. У них нет подвески и дифференциалов. Но для сборки не требуется сложных и дорогостоящих деталей. Рулевое управление модели 42147 очень простое. Оно состоит из легкодоступных деталей и легко собирается. Механизм опрокидывания кузова имеет рычажную конструкцию. Колеса с серыми дисками закреплены на 3 осях. Рулевое управление самосвала модели 42203 также очень простое. Оно состоит из тех же доступных деталей и легко собирается. Устройство опрокидывания кузова имеет рычажную конструкцию, но управляется специальным механизмом – актуатором. На 3 осях также установлены колеса с серыми дисками. Интересно играть с моделями на этапе сборки шасси. Они легко катятся и хорошо видно, как работают механизмы. Но пора положить конец этим играм. Я устанавливаю кабину на место и прикидываю, как грузовик будет смотреться в дизайне будущей воображаемой самоделки. Кузов самосвала напоминает кормушку для домашних животных. Он состоит из небольшого количества декоративных панелей и различных балок, а также имеет откидной задний борт. Кузов крепится к раме самосвала 4 штифтами. Установка кузова завершает сборку модели. Запасные части для всех 4 этапов сборки. В основном это простые крепежные элементы, а цветные детали из прозрачного пластика пригодятся при сборке любых моделей Лего. Без наклеек самосвал выглядит очень круто. Все четко, строго, без лишних деталей, как настоящая рабочая машина. Чистая сборка, никакой косметики. Синяя кабина, серый кузов, ничего не отвлекает. Можно рассмотреть каждую деталь. Мне даже кажется, без наклеек он смотрится более стильно. С наклейками модель становится ярче и живее. Все это добавляет атмосферы настоящей строительной техники. На полке или в игре она выглядит как готовая машина с характером. Но есть одно но. Некоторые наклейки с крупными буквами выглядят немного безвкусно. Особенно если вы любите чистый аккуратный вид, это может показаться, что деталей слишком много. Так вот, с наклейками это уже выбор в пользу яркости и динамики, но ценой некоторой визуальной перегрузки. А вам что больше нравится? Чистый вариант или все же с наклейками? Пишите в комментариях, давайте обсудим. С наклейками или без, чувак и чувиха всегда выглядят отлично. Ходовые качества нормальные, машина едет очень хорошо, угол поворота колес приемлемый для игры. Главная функция модели – это поднимающийся кузов. Ты просто крутишь ручку и кузов медленно поднимается вверх. Все происходит плавно и реалистично, будто ты управляешь настоящим гидравлическим механизмом. Как только кузов поднимается, задний борт открывается и можно устроить настоящую разгрузку. Все высыпается, как по-настоящему. Подъем кузова осуществляется линейным приводом. Он легко и просто управляется поворотом рукоятки, расположенной по обеим сторонам самосвала. На кабине есть специальная ручка.
Крутишь ее, и колеса действительно поворачивают. Рулевая система работает четко, все крутится как надо. Дополнительный плюс – кабина с открывающимися дверьми. Можно заглянуть внутрь и осмотреть все изнутри. Обратите внимание, что на дверях есть замечательные ручки. В салоне есть рулевое колесо, которое можно наклонять вперед и назад, как будто ты реально настраиваешь рабочее место водителя. По бокам установлены зеркала заднего вида, угол наклона которых можно регулировать. Давайте поговорим о недостатках. Под воздействием груза задний борт самопроизвольно открывается. Это происходит из-за отсутствия фиксации. Еще одним недостатком является низкая высота борта. Если в кузове много легкого и крупногабаритного груза, он не сможет высыпаться через открытый задний борт. Эти детали постоянно отваливаются во время игры. Так Lego тренирует нашу внимательность. Меня раздражают синие штифты на черных деталях. Не могу дождаться, когда их сделают нормального цвета. Детали System легко могли бы закрыть эти многочисленные отверстия. Думаю, Lego справился бы. Но это не так. По сравнению с другими моделями, самосвал 42203 выглядит великолепно. Его кабина особенно качественно сделана. Обе модели оснащены рулевым управлением и самосвальным кузовом. Но эта функция реализована различными механизмами. Несмотря на свою простоту, с этим небольшим самосвалом также удобно играть. Стоит отметить, что все три грузовика весьма интересны для первого знакомства с Lego Technic и имеют опрокидывающийся кузов. Кабина мусоровоза очень простая и ничем не примечательная, но обзор сзади отличный. Самосвал будет прекрасно смотреться на полке вместе с Buggy 42164. Вы можете играть с этими моделями одновременно. Все благодаря тому, что у них одинаковое расстояние между колесами на задней оси. А это значит, что самосвал можно превратить в эвакуатор. Если сравнивать их с такими машинками, то они будут хорошо смотреться вместе на полке, но играть совместно будет проблематично, так как такие машинки немного больше по размеру, чем самосвал. И как сказал мой друг Димоныч, самосвал вполне совместим с комбайном John Deere. Для любителей сельхозтехники такого масштаба этот самосвал настоящая находка, ведь из него можно сделать тягач для перевозки комбайна 42168. Правда, для изготовления низкорамного прицепа потребуются дополнительные детали. Начнем модернизацию. Для начала установим сдвоенные колеса на заднюю ось. На мой взгляд, это будет выглядеть правдоподобно, хотя предложенная дизайнером имитация сдвоенных колес вполне приемлема. В детстве я видел такие колеса с широкими арочными шинами на грузовике ЗИЛ-130. Далее очень важно сделать замок для заднего борта. Это делается легко и просто. Я устанавливаю два серых штифта в секретное место, и задний борт фиксируется в нижнем положении силой трения. Теперь он не откроется самопроизвольно. Иногда едешь за самосвалом, перевозящим строительный бетон, и переживаешь, что его задний борт внезапно откроется. Если будут необходимые детали, увеличу высоту борта самосвала. Сделаю это по образу и подобию своей модернизации самосвала 42147. Многочисленные технологические отверстия необходимо закрыть декоративными пластинами. Этот прием давно известен в конструировании из Lego, и мы его используем. На мой взгляд, этот вариант был бы лучше. Запасное колесо и дополнительные фары тоже были бы полезны. Итак, друзья, самосвал Lego Technic 42203 получился компактным, но с характером. Классные характеристики, увлекательная сборка и главное, он действительно работает как уменьшенная версия настоящей строительной техники. Напишите в комментариях, как вам этот самосвал и какую спецтехнику вы хотели бы видеть в обзорах на моем канале. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Впереди еще много интересного.